Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю вкуснейшее суфле из куриной печени. Оно получается невероятно нежное. Такая закуска из печени, на мой взгляд, намного вкуснее паштета. Ее можно нарезать на кусочки и подать на праздничный стол вместе с мясной нарезкой. И, конечно, это великолепный перекус вместо колбасы с кусочком хлеба. Вот такая красота получается. Здесь видны грибочки. И это, конечно, невероятно вкусно. Кстати, суфле у меня еще, можно сказать, даже горячее внутри. Если видно на камеру, еще идет пар. Такое нежное, сочное, очень вкусное. Для рецепта мне понадобится порежу лук довольно крупными кусками. Мне сейчас не важно, какие будут кусочки, так как я лук все равно потом буду измельчать в блендере. И сейчас я порежу грибы. Наверное, для вас они выглядят необычно. Эти грибы называются устричными. Очень популярные грибы в Азии. Сейчас они вот такого небольшого размера, а вообще они вырастают очень большими. Грибы, в отличие от лука, я режу мелко. Я включила разогреваться сковородку, добавляю немного растительного масла, я использую оливковое, можно использовать любое, и добавляю кусочек сливочного. И сначала отправляю обжариваться лук до красивого золотистого цвета. Когда лук обжарился, снимаю его на тарелку. И на эту же сковородку отправляю обжариваться грибы до красивого золотистого цвета. Грибы обжарились, также их снимаю с плиты. Для рецепта я использую куриную печень, желудочки и сердца. Конечно, вы можете использовать либо только печень, можно добавлять вместо пупков кусочки куриного филе. Перекладываю все в чашу блендера. Добавляю 2 зубчика чеснока, жареный лук, оставшийся кусочек сливочного масла. Оно у меня мягкое, комнатной температуры. Всыпаю манку. Желтки добавляю в чашу блендера, а белки я перекладываю в чистую и сухую миску, так как их потом буду взбивать в плотные пики. Также добавляю соль, черный перец. Конечно, соль и все специи добавляйте по своему вкусу. Добавляю чайную ложку сушеного чеснока. Также добавлю итальянские травы, тоже примерно чайную ложку. Ложку кориандра и ложку паприки. И очень хорошо все измельчаю. Масса должна получиться абсолютно однородной, фактически без каких-либо кусочков. Переливаю массу в миску. В белки добавляю щепотку соли и взбиваю их в плотные пики. Аккуратно соединяю обе массы в несколько приемов. Перемешиваю. Добавляю следующую порцию белков. Теперь в эту массу добавляю обжаренные грибы. Также перемешиваю. Получилась вот такая воздушная печеночная масса. Выпекать суфле я буду в форме размер 28 на 14 сантиметров. Большой кусок пергаментной бумаги сомну. Выливаю массу в форму. Сверху форму плотно закрываю фольгой. И сейчас суфле я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку сначала на полчаса под фольгой. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Затем снимаю фольгу и выпекаю еще примерно 20 минут до готовности. Сверху суфле должно подрумяниться. Суфле я достала из духовки. Оно красиво подрумянилось. Обязательно проверяем готовность. Сок идет абсолютно прозрачный. Оставляю его остывать прямо в форме на столе до комнатной температуры.
а затем закрою сверху пленкой и отправлю в холодильник, чтобы оно полностью стало холодным. Вот такое красивейшее суфле получилось. Оно у меня еще слегка теплое. Я разрежу его. Посмотрите, какая красота. Суфле даже теплым хорошо держит форму. А когда оно остынет, оно будет держать форму еще лучше. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!